В этом ролике отвечу на вопросы в комментариях. Почему цены называют в долларах? Я из Беларуси, и тут доллар считают наравне с белорусским рублем. В будущих роликах буду указывать цены в двух валютах. Второй самый популярный вопрос в комментариях – стоимость дома. 24 тысячи долларов за дом без участка или 1 миллион 600 тысяч российских рублей. Что ж, давайте посчитаем, сколько бы он обошелся сегодня при строительстве самостоятельно. Считать буду только материал. Материалы среднего ценового диапазона. Цены брал по городу Москве. Возьмем идеальные условия, что ничего не испортили, лишнего не заказали, что практически невозможно на большом объекте. Участок считать не будем. У кого-то он есть, а кто-то купит. Так что некорректно считать его затраты. Основа дома – это металлическая ферма. Изначально я не знал, как лучше расположить дом на участке. Строительная фирма предложила вариант фермы. Такую конструкцию легко краном можно перемещать как вам угодно по участку. Итак, к цифрам. Тут 290 метров трубы 50 на 50, 20 квадратных метров террасной доски, 12 метров имитации бруса, 9 литров краски для дерева. Итого 51,5 тысячи рублей. Многие спрашивали, почему не использовал контейнер. Вроде как проще и дешевле. По факту получается не проще и совсем не дешевле. Контейнер – это первое, что пришло мне в голову, когда я захотел построить дом. Но есть проблема в высоте потолка. Стандартный контейнер имеет высоту 2,6 метров. Внутри 2,4. А когда туда добавляем утеплитель на пол 20 сантиметров и на потолок еще 20, то выходит меньше 2 метров. Есть вариант контейнера увеличенной высоты 2,9 метра. Внутри 2,7. Отнимаем толщину утеплителя пола и потолка, и выходит максимальная высота до пола 225 сантиметров. В этом доме потолки 2,5 метра, при том, что высота этажа 3 метра. Второе – это совсем не дешево. Забегу вперед, скажу, что размер первого этажа больше по площади, чем контейнер 40 футов, и металл обошелся 36 тысяч рублей. Цена БУ контейнера начинается от 147 тысяч, и его нужно привезти на участок, очистить от ржавчины и обработать антикоррозийкой. Использовать контейнер имеет смысл, если он уже у вас есть, или вы можете купить его совсем дешево. Во всех других вариантах это получится дороже и сложнее. Если решите поиграть с моделью контейнера, то ссылка в описании к видео. Подходит для программы SketchUp. Почему я использовал в принципе металлокаркас, а не кирпич? Хотелось построить дом быстро, да и цели не было построить дом на века. Такой дом можно построить за 3-4 месяца, а кирпичное строительство – это годы. Этот дом не вечный, так же, как и нам эта жизнь дана на время. Так что зачем что строить, что нас переживет? Примеров таких строений на века хватает в РБ. В России, думаю, не меньше. Такой дом сейчас почти невозможно продать, и перестроить также проблематично. Мода на дома меняется. То, что сейчас считается модным, лет через 20 будет уже так себе. В случае с каркасником его легко можно расширить или перестроить. На основании дома приварены листы жести, чтобы мышки в дом не забежали. Но одна все же как-то проникла. А в этом видео рассказываю, как я ее выселял из дома. Металлокаркас 328 метров, труба 50 на 50. Далее рядом с металлом делаем обрешетку из дерева, ячейками 60 сантиметров. Это в размер ширины утеплителя. Ширина деревянных балок 40 мм, а высота на полу и на потолке 200 мм. Всего 174 метра прогонных. Стены по 100 мм шириной, 132. Для круглогодичного проживания лучше всюду делать не менее 200 мм. Крыша тут выглядит плоской, но на самом деле имеет небольшие скаты в две стороны. Устроено просто. Листы фанеры и 3 слоя рубероида наварено. Первые 2 слоя прокладочный рубероид и верхний кровельный. Лестницу на второй этаж сделали с моим приятелем за 2 дня из металлической трубы 60 на 100 и листов стали 5 мм. Металл с деревянными ступеньками обошелся 6 тысяч. Лестница на заказ стоила в 10 раз дороже. Далее изнутри по всему периметру укладываем пароизоляцию. На нее укладываем ЦСП-плиты. ЦСП – это цементно-стружечная плита. Отличная вещь. Дорогая, тяжелая и сложно пилится, но оно того стоит. Она не выделяет никаких вредных веществ, в отличие от ОСБ-плит. Хотя в доме почти весь первый этаж сделан из ОСБ-плит, и мой приборчик не показал значительного превышения формальдегида, а вот ДСП очень даже фанил формальдегидом, но все равно ЦСП лучше использовать. Ставим ПВХ окна и двери. Не думаю, что найдется кто-то, кто решит их сделать самостоятельно, поэтому тут нечего рассказывать. Слой утеплителя я не рисовал. На стены нужно 72 квадрата утеплителя 100 мм, пол и потолок 200 мм, утеплителя 64 квадрата. На потолок потолочная рейка. По поводу мостиков холода. Как в нем жить зимой, не знаю. Планирую в феврале поехать с тепловизором и переночевать там. Ролик об этом обязательно выложу для вас. Металл тут к внутреннему пространству не примыкает совсем. В общем, не буду фантазировать, а проверю, расскажу и покажу. Остается внешняя обшивка. Так называемый вентилируемый фасад.
Доска типа вагонки шириной 140 мм, толщиной 18 мм, 70 квадратных метров, 20 литров краски. На банке написано расход 1 литр на 10 метров. У меня вышло почти в 4 раза больше. Почему так? Из-за того, что краску наносили пульверизатором, и на воздухе много ее улетело в воздух. Когда прокрашивали одним слоем, то краска очень хорошо впитывается в доску, и слой остается очень тонкий и плешивенький. Так, чтобы получился насыщенный коричневый, а главный толстый, покрывали в 3-4 слоя. Итого первый этаж выходит 253 тысячи, что, согласитесь, немного. Идем дальше. Второй этаж. Размеры 3,5 на 6 метров. Тут все по той же самой схеме. Металлокаркас 148 метров, терраса 102 метра. Крыша тут тоже имеет небольшой наклон и сделана так же, как на первом этаже. Деревянная решетка 100 метров, 40 на 200 и 60 метров, 100 на 40. Пароизоляция, ЦСП, окна, двери тут разделю. Окна стоили 13 700, а вот дверь откатная. Можно и дешевле поставить распашную за 18 тысяч. Акцент на двери сделал, так как были комментарии, что меня обманули, она стоит 9 тысяч рублей. Но вот цена ее сейчас в Москве. Дверь удобная, но думаю, если бы была распашная со стопором, было бы одинаково хорошо. Просто тогда очень хотелось именно откатную дверь. Далее утеплитель по той же схеме. 200 мм пола потолок и 100 мм стены. Потолочная рейка и завершаем фасадом 57 квадратных метров. Террасная доска, естественно, на террасу. Краска 20 литров. Были вопросы, куда уходит вода с террасы. Она стекает между досок на крышу, и за счет небольшого ската на крыше льется водосток. Еще металлические откосы и отливы. Итого 230 тысяч второй этаж. Всего получается 530 тысяч рублей стоимость материалов на эту конструкцию. Но это не все. Дом нужно подключить к электричеству и провести канализацию, и сделать минимальный ремонт для комфортного проживания. Канализация 4 метра полимерных колец. Электрика – это счетчики, автоматы, кабеля, розетки, выключатели. Обои. Ламинат с плинтусами. Световые ленты, короба, трансформаторы. Бойлеры, плита, холодильник. Камин, диван. Кухня, шкафы. Я считаю только стоимость ДСП с петлями. Собираем, конечно, все сами. Видеонаблюдение и сигнализация. Про автономную сигнализацию спрашивали, что за она. Фото Экспресс GSM. Ее плюсы, что она работает от батареек полгода и работает без ложных срабатываний. Минусы – плохое качество картинки. Уже заказал альтернативу ее и дешевле. Сделаю видеообзор, сравнение их, как придет. Еще есть участок, который нужно облагородить. Сделать забор – 120 тысяч рублей. Выровнять участок – и еще мелочевка. И в заключение счет за электричество – 13 тысяч рублей. И стоит посчитать бензин за 4 месяца работы. В общем, отделка и подключение дома к коммуникациям – еще 700 тысяч рублей. Итого 1 миллион 200 тысяч. Ничего не испортили, лишнего не заказали, возите сами с магазина, и с машиной все отлично. Бодренько вас возят, без поломок, работаете сами. Но так не бывает, из практики сюда нужно добавить еще 20%, чтобы вышла более-менее реальная сумма затрат на этот дом. И, скорее всего, это будет 1 миллион 400 рублей или 22 тысячи долларов. Ранее видео говорил, что он мне обошелся 24 тысячи долларов. Но теперь сильно сомневаюсь в этом. В эту сумму не считал разную мелочевку и бензин. А из этого выходит довольно большая сумма. Так что затрудняюсь называть сумму, за сколько реально мне обошелся этот дом. Чего в доме не сделал, а надо было бы, это приточная вентиляция. Так как живу в основном летом, то вентиляция за счет приоткрытого окна. Возникла необходимость покупки такого устройства – рекуператора. Хотел купить рекуператор, но, как мне показалось, устройство очень простое, а стоит довольно дорого, поэтому решил делать его самостоятельно. О результатах отчитаюсь в будущих роликах. Благодарю за просмотр.